Всем привет! С вами Алиса, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему, как я адаптировалась к Таиланду, что меня удивило, может быть, к чему я не была готова, что мне не нравилось, а сейчас мне нравится. В общем, хочу поделиться с вами своими впечатлениями о жизни в Таиланде. Стоит заметить, что я сюда переехала не из какого-то небольшого города, я приехала сюда из Москвы. Это огромный город, мегаполис, это столица России, и Бангкок — это же тоже столица Таиланда, поэтому ехать как-то в Паттайю или на Пхукет не очень хотелось, там все-таки немного другая жизнь, без спешки, без суеты. А я привыкла жить в мегаполисе, поэтому вот мы оказались в Бангкоке. Первое, конечно, что меня тут поразило, но это, наверное, первое впечатление, когда ты выходишь с аэропорта, и такой сразу раз, душность, влажность, все тебя окутывает, вот так накрывает, как будто ты в сауне, и ты такой думаешь, и как я теперь буду дальше жить? Но на самом деле организм у нас очень мудрый, он достаточно быстро адаптируется. То есть первую неделю-две, может быть, бывает тяжело, а потом мы все привыкаем, и как-то Таиланд кажется уже достаточно комфортным для жизни. Да, тут, конечно, всегда жарко, всегда тепло, и это, конечно, несомненно огромный плюс, потому что вот мне лично, пусть лучше будет жарко, но лишь бы не холодно. Холода я очень боюсь. Я родилась вообще в Хабаровске, это город на Дальнем Востоке, и там зимой настолько холодно. И я даже помню такие времена, когда в детстве ты идешь в школу, и ты не можешь открыть дверь из подъезда, потому что ее просто завалило снегом. А вставать с утра вот в 7-8 утра — это вообще какое-то испытание, это просто какое-то жуткое наказание. Поэтому холода я боюсь очень сильно. И вот с жарой, если я еще хоть как-то готова справляться, мириться, то с холодом вообще никак. Я помню раньше, зимой, когда хочется погулять, ну это вот из жизни в Хабаровске, да, ты вроде выходишь гулять, но ты гуляешь перебежками от одного магазинчика к другому, чтобы погреться. Так вот тут, в принципе, все то же самое, только наоборот. В жаркие дни ты гуляешь от одного магазинчика к другому, чтобы охладиться. И даже бывает такое, что ты заходишь в какой-то 7-Eleven, и тебе вроде бы ничего не надо, но как ты чувствуешь себя неудобно, что ты просто так зашел, да, тут кого-то тревожишь, и ты что-то смотришь там на полках, делаешь вид, что что-то выбираешь, а сам просто охлаждаешься, стоишь рядом с прилавками с водичкой, потому что от них больше всего прохлада идет. Вот, это, конечно, меня очень сильно поразило, и тут жара, она круглогодичная. Но, опять же, есть сезоны, раньше я их особо не замечала, но сейчас я уже начала их распознавать. Это сезоны дождя, считается низкий туристический сезон. А кто-то говорит, что это не сезон, но это не то, чтобы не сезон, это именно низкий туристический сезон, именно потому что тут дождей больше. И вот этот не сезон я, наверное, люблю больше всего. Сейчас, по моим ощущениям, он еще не закончился. Дожди тут есть постоянно, даже каждый день. Бывает, что и по несколько раз в день. Но вы знаете, они не очень затяжные. Они достаточно такие кратковременные. И вот даже бывает такое, что ты вышел на улицу, пошел ливень, а минут через 5 может уже он закончиться и опять выйти солнышко. То есть он может моментально начаться и моментально закончиться. Ну и дожди, конечно же, тут теплые, они не такие холодные, как в России. И в этом тоже, несомненно, есть большой плюс. Следующее, что меня удивило, это, конечно же, огромное количество мопедов. Их тут называют байками. И это создает, с одной стороны, такой хаос, но и такую колоритность, не знаю, вот мне нравится мопед. Я, конечно, на мопедах не езжу, меня муж не разрешает, но я сама такая трусиха, я опасаюсь. Мы передвигаемся на машине, либо на метро,
на мопедах мы не передвигаемся. И могу сказать, что я несколько раз видела случаи, когда мопеды попадали в аварию, и какой бы там у тебя ни был шлем, и даже если ты не виноват, если мопедист попадает в аварию, это, как правило, достаточно травматично. Один раз я вообще видела лютую аварию, когда то ли мопедист подрезал машину, может быть, это даже было такси, я не помню. В общем, я помню сам удар, вот эта машина, мопед летит, и я только вижу, как этот байкер летит, не знаю, метров, наверное, 5, ударяется в бордюр, и, ну, это было очень страшно, жутко. То есть аварии с мопедистами, они всегда достаточно такие плачевные. Но когда ты вечером гуляешь по городу, особенно на мостиках, на скайволках, и ты видишь, вот загорелся красный сигнал светофора, и как впереди набивается такая очередь из мопедистов, и потом они все дружно стартуют, это, конечно, выглядит очень так красочно, очень колоритно. При этом, знаете, что самое интересное и что меня очень зацепило, особенно после России, несмотря на всю вот эту плотность населения, несмотря на плотность потока автомобильного, мопедистов, вот этот плотный трафик, тут очень вежливые, доброжелательные и вот, как я это называю, бережные друг другу люди. То есть они никогда не будут тебе сигналить нервно, если ты где-то задержался на светофоре, там вовремя не увидел, да, не стартанул. Если ты где-то немножечко затупил. То есть все как-то просто стоят и ждут, да, пока ты там огуглишься и продолжишь движение там, или ну вот что-то случается. То есть все люди очень терпеливые. И причем я бы не сказала, что вот они терпят, и ты видишь какое-то напряжение у них. Нет, они просто очень легко к этому относятся. И это мне очень импонирует, вот эта их бережность друг к другу. И это проявляется, конечно, не только где-то на улицах, в потоке, но и вообще во всем, в мелочах. Вот я тоже часто рассказываю своим друзьям историю, как в магазине я как-то перед Новым годом подошла к витрине с фруктами. Там стоял мужчина, по-моему, китайский, выбирал мандарины. И я тоже, ну, такой прилавок, да, горизонтальный. И я тоже подхожу к краешку, к этому прилавку, ну, и смотрю, глазами выбираю мандарин, который я хочу взять. И этот мужчина выбрал мандарин и такой раз, и протягивает мне его со словами, ну, на, бери. И это, вот знаете, такие мелочи, они, конечно, так тепло от них. Это вот про бережные отношения. И после этого, когда я прилетаю в Россию и иду, например, в магазин «Вкусвилл», там, ну, не в какой-то магазин, да, на минуточку, а в хороший магазин, и первые 2 недели я тоже такая вся на тайском вайбе, вся такая бережная, приветливая и легкая, и воздушная. И когда мне через какое-то время там просто меня могут толкать, либо наехать на меня тележкой, куда-то весь мой вот этот тайский воодушевленный вайб теряется почему-то. И вот это, ну, от этого немножечко так больно, конечно, потому что к этому привыкаешь, как к любому хорошему, и это очень классно. Иногда я слышу такие истории, что тайская улыбка, она не искренняя и показная. Но вы знаете, я достаточно долгое время уже проживаю в Таиланде. Сначала я была тут наездами, сейчас уже, ну, постоянно проживаю. Это более 2 лет. И я могу сказать, что тайцы очень редко улыбаются, просто потому что надо улыбаться. Зачастую их улыбка, она всегда искренняя. И я сейчас стараюсь учить тайский язык, и какие-то маленькие фразочки, маленькие словечки стараюсь применять вот в обычной, в повседневной жизни. И вот видели бы вы, как тайцам приятно, как они искренне начинают радоваться и улыбаться, когда ты говоришь им хоть словечечко, но на тайском языке. Даже вот элементарно в магазине 7-Eleven, когда я прошу там купить тай-чай, ну это тайский чай, я это говорю на тайском, люди могли, ну, просто на кассе стоять и как бы принимать заказ, а тут они сразу такие довольные, у них такая улыбка, они начинают что-то обсуждать, щебетать между собой, это очень приятно. Да, тайцы действительно очень улыбчивые, они очень дружелюбные. Было бы классно, если бы культура распространялась везде. Таиланд — город контрастов, и тут богатые, обеспеченные районы, они
намешаны с районами, где живут более бедное население. Но при этом, знаете, как я заметила, у них нет какого-то выраженного такого кастового неравенства, нет такого, чтобы человек, у которого явно очень много денег, чтобы он как-то вульгарно или с пренебрежением относился к людям, которые, очевидно, менее обеспеченные. И это тоже мне очень сильно импонирует. Вот знаете, есть такое выражение, что каждый охранник или каждая уборщица мнит себя начальником. Ну, как бы эта фраза дословно говорит о том, что люди с маленьким достатком, получившие хоть какую-то власть, они начинают ей пользоваться и сразу начинают поднимать свой уровень важности. Так вот тут я такого не заметила вообще. И к тебе будут одинаково хорошо относиться и более простые люди, малообеспеченные, и какие-то люди, которые зарабатывают очень хорошие деньги. У них эти границы, возможно, где-то они есть, ну, наверняка есть, но они это не показывают, и этого абсолютно не считывается. Еще меня очень сильно поразило в приятном смысле слова, это то, что я хотела бы себе тоже взять на заметочку, на вооружение и поделиться с вами. В Азии не принято говорить «нет», не принято отказывать. И это очень часто проявляется в таких мелочах. Мы к этому не привыкли, да, мы русские, нам кажется, что нас обманывают. То есть мы, когда пытаемся о чем-то договориться с тайцем, он может тебе говорить: да, да, я приду, сделаю, и потом как бы пропадать и не делать это. Так вот, это и есть как раз тот случай, когда в азиатской культуре люди не могут тебе отказывать. Как бы у них это не принято, это считается признаком плохого тона, как бы признаком невоспитанности. И на самом деле, вот я не знаю, как интуитивно я научилась распознавать, когда тебе говорят «да, да», и я понимаю, что это знак вежливости, и как бы не стоит рассчитывать на то, что это какое-то обещание, да, и что его обязательно выполнят. И я стала четко понимать, когда мне это говорят, потому что, ну, действительно, это обещание, и это будет выполнено. И у меня у сына есть подружка, она тайка, очень классная, я ее обожаю. И через нее я стараюсь погрузиться в Таиланд. И вот вам живой пример. Когда они приходят к нам в гости, я спрашиваю: ты будешь кофе или чай? И знаете, что она мне отвечает? Oh, it's okay. Это значит, что как бы мне не говорят ни да, ни нет, мне просто говорят: все в порядке. То есть я понимаю, что это значит нет. Но как мило мне это преподносит, это мне очень нравится. Кстати, может быть, кому-то из вас будет полезно. It's okay по-английски. По-тайски это звучит "май пен лай". Если вы кого-то задели, там, либо дотронулись, я не употребляю слово «толкнули», потому что тут это вообще неприемлемо. Но если вы что-то вот, ну, неловкое совершили, вы всегда можете сказать «it's okay». По-тайски это "май пен лай". И если вы будете говорить тайцам в обычной жизни какие-то вот такие маленькие фразочки на тайском, поверьте, им будет очень приятно. Более того, я через тайский язык, он у меня пока вот на такусеньком уровне, я реально, правда, лучше понимаю тайскую культуру, как вот у них все устроено. И правда, это очень интересно. А вот, например, когда вы попробовали какую-то местную еду, вы всегда можете ответить «арой мак». Арой — это вкусно, мак — это очень. То есть можно сказать «арой», можно сказать «арой мак». «Арой мак-мак» — это прям очень-очень вкусно. И когда вы покупаете даже в какой-нибудь самой обычной палаточке там, или на тайском рынке какую-нибудь еду, вот у обычного тайца, который, вероятно, не знает даже английский, и вы ему скажете на тайском «арой мак», поверьте, ему будет очень-очень приятно. Знаете, что еще мне понравилось? Я, правда, очень редко использую такой вид транспорта, как метро, но периодически нет-нет, да и да. И мне очень понравилось, что тут метро безопасное. Вот знаете, в России часто бывает такое, что люди падают под колеса поезда, падают с платформы, потому что там нет никаких ограждений, и это небезопасно. Так вот, в Таиланде, вероятно, не везде, но вот в центре города, да, где я в основном бываю,
Там такие стеклянные отгородки между поездом и пассажирами. И это, во-первых, очень безопасно. Я знаю, что в Азии вообще часто, в Японии тоже вот такие, ну, как стеночки, такие безопасные стеночки между поездом и пассажиром. И мне очень зашло то, что люди не толпятся перед дверьми, которые открываются в вагон, а они как бы вот так вот по бокам встают, и когда двери поезда открываются, пассажиры спокойно выходят, и только потом эти люди заходят. А в Москве же, например, я часто сталкиваюсь с таким, что ты не успеваешь выйти из вагона, на тебя уже толпа людей наваливается, и как бы тебя еще и обвиняют, что, мол, ты тут уши развесил и долго, видите ли, выходишь. Еще, что меня сначала удивляло, это то, что на улице такая жара, и ты заходишь охладиться, например, в торговый центр, и там обычно настолько холодно, что я вот просто замерзала. Может быть, я какая-то очень нежная, не знаю. Но вообще я заметила сейчас, что раньше я носила больше короткие шорты, открытые майки, то есть такую вот легкую прям одежду, и мне казалось, что так у меня меньше шансов зажариться. То сейчас я наоборот, да и многие тайцы, кстати, тоже, мы носим какие-то кофточки. Если мы одели маечку, то сверху будет рубашечка с рукавом, толстовочки, закрытые ноги, джинсы. И я заметила за собой как-то неосознанно, что я очень люблю одевать джинсы либо штаны. Во-первых, потому что солнце не так сразу нагревает кожу, но и под одеждой сохраняется какое-то время вот эта вот домашняя прохлада. И люди в основном все живут с кондиционерами, и когда они выходят на улицу, они, ну, вот как дома ходят в кофточках, в какой-то теплой одежде, так они и выходят на улицу. Но поначалу меня это очень сильно поражало, что настолько жарко на улице, а местные ходят в штанах и в кофтах. И я такая думала, это вообще как? Сейчас я это очень понимаю. Но в торговый центр, если вы идете, а если вы идете в кинотеатр особенно, то прям вот точно берите с собой теплые кофты. Я иногда с собой беру даже, ну, какой-нибудь пледик. В кинотеатре особенно классно укрыться пледиком, чувствовать себя уютно. В этом видео я не стала рассказывать о каких-то таких обыденных темах, как, например, там уличная еда или вкусняшки 7-Eleven. Таких роликов полно на канале. Я редко, если честно, питаюсь уличной едой. В 7-Eleven, да, мы часто что-то покупаем, но я достаточно много готовлю. Даже вот какую-то простую еду, там, ну, овсянку или гречку, или какие-то супчики мы сами готовим. Либо заказываем доставку там, в Grab. Раньше было приложение Foodpanda, сейчас оно закрылось. В плане доставки и заказа еды тут вообще все классно. Вся еда приходит упакованная, по контейнерам. Ну, вообще претензий нет, прям супер-супер классно. Мне хотелось сегодня рассказать в сегодняшнем видео не какие-то банальные темы, которых и так полно в интернете. Мне хотелось с вами поделиться именно вот такими внутренними ощущениями, внутренними впечатлениями от проживания в Таиланде. Знаете, кто-то меняет постоянно разные страны, кто-то очень адаптивный, гибкий, и им везде комфортно. Они могут кушать любую еду и как бы быстро ко всему адаптируются. Вот я не такой человек. Мне очень важно всегда, чтобы меня окружал какой-то вот мой внутренний уровень комфорта, привычные мне продукты и привычная для меня еда. То есть я могу покушать что-то в ресторанчике или на доставке что-то заказать, но обычно это, ну, 30%, не больше от моего рациона. Все-таки, наверное, 70% я привыкла кушать вот свою какую-то привычную еду, свои вкусняшки. И вот если вы тоже из тех, кто очень ценит свой комфорт, уют и не хочет изменять каким-то своим традициям, но при этом уехать в совершенно страну с другим менталитетом, культурой и традициями, вот я с вами поделилась такими своими ощущениями. Не знаю, полезно было, не полезно. Может быть, у вас есть какие-то дополнения тоже. Было бы интересно почитать, если вы мне напишите, как вам вообще откликается жизнь в Таиланде, в Бангкоке.
вот по моим внутренним ощущениям, жизнь в Бангкоке и жизнь где-то на Пхукете, в Паттайе, она все-таки немножечко другая. Я была и на Пхукете, и пробовала жить в Паттайе, но там совсем все по-другому. Вот Бангкок все-таки вот это мой город. Пхукет, он очень сильно туристический, там очень много русских, немцев. В Паттайе то же самое. А в Бангкоке все-таки больше Азия. Мне так это все нравится, если честно. Мне так нравится эта бангкокская движуха. Поэтому вот поделитесь вашими впечатлениями. Что вам тут нравится, что заходит. Может быть, вы что-то не приняли, и для вас это чуждо. Но я буду дальше для вас снимать такие уютные домашние видео с моим котиком. Вот. Всем привет, всем хорошего дня.